Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим об опасных покупках, которые приводят в дом беду и нищету. И это, друзья, 6 опасных вещей, которые вы покупаете, не думая о том, что таким образом вы несете определенные посылы не только в свою жизнь, но и в свой дом. Вы знаете, многие люди, к сожалению, а может быть, к счастью, имея деньги, тратят их, не задумываясь о том, что вот именно такие покупки могут отпугивать и удачу, и финансовое благополучие из жизни. И возникает вопрос, а какие же покупки являются самыми опасными? Дело в том, что энергетика нашего дома – это самое важное в жизни каждого человека. Потому что мы с вами дома проводим огромное количество времени после работы. И особенно внимательными стоит быть к энергетике дома. Поэтому, если вы купили что-то из описанных ниже вещей, постарайтесь, друзья, на будущее не совершать этих глупых ошибок, чтобы потом не думать о том, как же вам исправить ту или иную ситуацию. Итак, первая опасная покупка, которая приводит в дом беду и нищету, друзья, это спонтанные и необдуманные покупки. Вы, наверное, удивлены, да, но именно те покупки, которые не обдуманы вами, не взвешены и спонтанны, они приводят к беде. И потому что дело в том, что деньги имеют определенную энергетику, и каждая трата должна быть вами взвешена. И, к сожалению, возможно, вы обращали внимание, что часто люди покупают различные вещи, предметы, всевозможные безделушки и так далее. При этом они их купили, но в доме не находят никакого применения. И, соответственно, такие вещи просто лежат без дела. Поэтому мы рекомендуем не совершать таких приобретений, потому что именно они отпугивают удачу. Если подойти немножко с другой стороны, мы можем сказать о том, что вот такая вот покупка приводит к ненужному хламу, а ненужные вещи, к сожалению, замедляют передвижение финансовых энергетических потоков. Поэтому, чтобы вам не приходилось проводить ревизию слишком часто, лучше просто не тратить деньги на то, в чем у вас нет острой необходимости. Особенно это заметно, когда вы делаете спонтанные покупки во время каких-то распродаж, допустим, в магазине того же декора, или связанные с женской или мужской одеждой. Никогда не спешите, задайте себе вопрос, а будете ли вы носить эту одежду или эти вещи, как вы ее будете использовать в кухне, в столовой, в гостиной и так далее. Следующая опасная покупка, которая может привести к не очень приятным последствиям, это фигурки птиц. Дело в том, что, как правило, фигурки птиц приносят в дом неудачу. Даже изображения птиц не сулят ничего хорошего. Единственное исключение у нас составляет птица Феникс, так как это все-таки мифическая птица. И Феникс является действительно достаточно сильным талисманом, который может привлечь деньги и удачу. Но не стоит ставить изображение птиц на свой рабочий стол, потому что это тоже отпугивает успех. И если вам очень хочется купить фигурку птицы, можно сделать это. Но поставьте, например, ее во дворе или как вариант в огороде или на открытом какой-то местности. И тогда такая фигурка птички вам точно не принесет беды и проблем. Следующая покупка, которую мы очень часто грешим, особенно в наше тяжелое время, и тем самым мы оправдываем себя, что так как у нас денег нет, обращаем внимание, именно денег нет, и, соответственно, мы не можем позволить себе купить вещи. Это, друзья, опасная покупка является ношенной одеждой. Многие люди любят покупать в секонд-хендах, либо приобретать в магазинах бэушную ношеную одежду. В том числе мы любим брать какую-то одежду у знакомых или у друзей.
Вы знаете, это может достаточно плохо кончиться, потому что вы, к сожалению, не можете знать абсолютно точно, что это за человек. Даже если и человек на вид добродушный, приятный, в душе он может быть очень опасным, а его энергетика может быть достаточно разрушительной. И покупая такую одежду и принимая вот такую одежду, вы тем самым навлекаете на себя и на своих близких беду. Поэтому не старайтесь и не стремитесь покупать бэушную одежду. И вы, во-первых, начните, ни в коем случае не говорите фразу, что у вас нет денег, потому что многие люди этим грешат. Бывает так, что неделя-две человек старается измениться, перепрограммирует свой мозг, и потом в один момент говорит: у меня денег нет. Как вы думаете, насколько энергетика чувствительна вот к этим словам? А она чувствительна очень сильно. Соответственно, то, что вы делали на протяжении условно 2 недель или месяц, это может быть просто быть все перечеркнуто. Помните об этом. Следующая покупка, опасная покупка, это антиквариат. Знаете, что старые вещи, конечно же, могут стоить целое состояние, но это не значит, что их нужно хранить дома рядом с новыми вещами. Вы должны понимать, что для любого антиквариата должны быть отведены определенные места, в которых может храниться вдали от обычных вещей, при этом тем самым не принося никому проблем и ущерба вашему здоровью и финансовой удаче. Если вам хочется купить что-то ценное, старинное, лучше иметь для хранения этого какое-то другое нежилое помещение, потому что старые вещи, они притягивают беды, они притягивают болезни, они притягивают финансовое неблагополучие. Возможно, вы иногда чувствовали, что от старых каких-то вещей, мебели исходит запах. Вот это запах застоявшейся энергии, которая идет уже на разрушение, которая привносит, возможно, беды и проблемы. Поэтому не стремитесь, даже если вы любите антиквариат, заведите себе отдельную комнату, в которую вы будете время от времени заходить и любоваться своими приобретениями. Далее, друзья, искусственные цветы и опасные растения. Вы знаете, искусственные цветы считаются одним из самых больших источников финансовых проблем. Поэтому мы рекомендуем вам избегать покупки именно таких цветов и тем более не допускать их каждодневного лицезрения. Сюда стоит отнести и проблемные цветы, растения. Например, фиалка, она может кому-то приносить проблемы в финансовом плане. Также она лишает человека мощной интуиции и даже вот этой творческой нотки. Беду в дом может принести и монстера, потому что это растение способно посеять хаос в личной жизни человека, сделать человека одиноким и даже, возможно, разрушить семью. Также в список опасных растений стоит внести плющ, потому что именно он блокирует финансовые потоки и приносит в дом нищету и проблемы с деньгами. Помните о том, что искусственные цветы – это враг для вас. И не нужно стараться украшать свой дом или свою квартиру искусственными цветами, думая о том, что «ой, как это красиво». Знаете о том, что искусственное, мертвое, оно, соответственно, и притягивает эту энергию. Далее, друзья, следующая опасная покупка, которую мы иногда грешим, потому что считаем, что мы можем кому-то таким образом сделать назло, это покупки у врагов. Если неприятный человек что-то продает, то знайте, что любая вещь будет заряжена его негативом, вот этой разрушающей, деструктивной энергией. И это принесет в ваш дом несчастье и беды самого разного вида. Поэтому не стоит покупать ничего у тех, кто совершенно точно относится к вам с негативом. Или другая ситуация, вы идете по рынку, в супермаркете, и вы подошли, спросили касательно той или иной вещички, вам начинают хамить, с вами начинают не так разговаривать. Не зацикливайтесь, уходите, потому что такой человек, скорее всего, энергетический вампир. Такой человек, который старается с вами злиться, потому что ему не хватает вот этой энергии, и он будет питать ее с вас. А вы в это время ругаетесь, уже злитесь, вы недовольны, и это приводит к не очень хорошим последствиям. Так что помните об этом, об этих опасных покупках, которые не стоит все-таки совершать, потому что вы не знаете, что может принести в ваш дом беду и нищету.
Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, также обязательно подписывайтесь и на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал, друзья, в описании будет к этому видео. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что вы можете отправить это видео своим друзьям, своим знакомым, всем тем, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас, друзья, вы на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше на интуитивном уровне понравилось, и смотрите, знаете, скорее всего, там для вас есть подсказки от высших сил, а также советы и рекомендации, возможно, как вам поступить в той или иной ситуации. Мы всем желаем всех благ материальных и нематериальных, и, друзья, услышимся уже буквально в следующем видео.